Всем привет, с вами Светлана. И сегодня мы отправляемся в жемчужину Болгарии, город Несебр. Это древний город-музей, внесенный в список ЮНЕСКО, манит туриста своей историей. Но так ли он идеален? В этом видео вся правда о Несебре. Реальные цены, состояние пляжей, нюансы жилья. Все за и против этого курорта. Несебр. Кратко о главном. Факты, цифры и первый сюрприз. Давайте быстро пробежимся по фактам. Несебр – один из древнейших городов Европы, ему более 3000 лет. Сегодня здесь постоянно проживает около 15 тысяч человек. Город делится на две части. Новый Несебр на материке, где кипит современная жизнь, и старый город на полуострове, соединенный узкой дорогой. А вот и первый сюрприз. Вы знали, что Несебр – это город с одной из самых высоких концентраций церквей на душу населения в мире? В разные эпохи здесь было построено более 40 храмов. Не все сохранились, но даже то, что мы видим сегодня, поражает воображение. Несебр – это город-музей. Представляете, этим камням сотни, а то и тысячи лет. Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Когда же лучше всего ловить солнце в Несебре? Сезон здесь длится с конца мая по конец сентября. Самые жаркие и многолюдные месяцы – июль и, конечно, август. Воздух прогревается до плюс 30 градусов, а вода до комфортных плюс 25-26 градусов. В июне и сентябре немного прохладнее, но туристов меньше, а цены на жилье приятнее. Но говорить можно долго, давайте проверим сами. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в Несебре. На ощупь вода такая прохладная. Так, и температура воды у нас в Несебре 26. А теперь честно о нюансах. Да, в разгар сезона, особенно после шторма, у берега могут появляться водоросли. Это природа. Медузы встречаются редко, и обычно они не опасны. Подводный мир Несебра. Есть ли жизнь под волнами? Многие думают, что Черное море не может похвастаться разнообразием. Но посмотрите сами. С теорией разобрались, переходим к практике. Как сюда попасть? Где жить и сколько это все стоит? Сейчас будет самая полезная часть. Как добраться в Несебр? Все способы. Добраться до Несебра просто. Самолетом. Ближайший аэропорт Бургас всего 26 километров. Аэропорт Варны подальше 105 километров. Из аэропорта Бургас самый бюджетный способ – автобус. Цена билета около 4,5-5 евро. Такси обойдется в 30-40 евро. Обязательно договаривайтесь о цене заранее или используйте приложение. Из Варны ходят междугородние автобусы. Билет стоит около 7,5 евро. Пути примерно 2 часа. Своя машина. Идеальный вариант для свободы передвижения. Не забудьте купить виньетку для болгарских дорог. Главная проблема – парковка в старом городе. Есть большая платная парковка у въезда на перешеек. Цена 2 лева в час или 12 лев за сутки. Жилье в Несебре, отели против апартаментов, цены и где искать. Выбор жилья огромен, но есть нюансы. Старый город или новый? В старом атмосферные гостевые дома, но дороже и шумно от туристов. В новом современные отели и апартаменты дешевле и спокойнее. Давайте к ценам на пик сезона этого года. Мы говорим о новом городе. Простой двухместный номер стартует от 21 евро за ночь. Отели на первой линии, здесь заметен рост. Если в прошлом году можно было найти номер от 31 евро, то этим летом цены начинаются от 47 евро. All Inclusive 3 звезды. Готовьте от 117 евро в сутки на двоих. Апартаменты. На Airbnb можно найти отличные варианты от 31 евро за ночь. Важно, это цены раннего бронирования. Если решите искать жилье в последний момент, готовьтесь платить на 30-50% больше, и лучшие варианты будут уже заняты. Инфраструктура и сервис. Что предлагает курорт? Несебр – это не просто курорт, а полноценный город. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины. В новом городе множество маленьких магазинчиков и супермаркетов. А на въезде у перекрестка с главной дороги находится гигантский супермаркет Grand Market Жанет. Ассортимент там рекордный для Болгарии, от
цены не завышены. Единственный минус: до центра Несебра пешком почти 3 километра. Транспорт. Между новым и старым городом, а также в Солнечный берег, Равду и Святой Влас постоянно курсируют автобусы. Билет стоит 1,5–3 лева. Популярны и туристические паровозики. Отличный аттракцион для детей. А еще можно прокатиться на кораблике до Солнечного берега. Обмен валют. Меняйте деньги только в банках или в проверенных обменниках с четко указанным курсом. Избегайте уличных зазывал. Интернет. Wi-Fi есть почти в каждом отеле и ресторане. Мобильная связь отличная. Питание в Несебре от ресторанов до супермаркетов. Пожалуй, одна из лучших частей отдыха в Несебре – это еда. Особенно здесь, в старом городе, где десятки ресторанов с террасами нависают прямо над морем. Один из самых частых вопросов – сколько стоит поесть в Несебре? Давайте посмотрим. Например, грызка салата стоит 12,50, 12,90. Романтика зашкаливает. Но будьте готовы, что за такой вид придется доплатить. Цены в ресторанах старого города в среднем такие. Салат «Цезарь» с курицей – 10 евро. Спагетти болоньезе – 11 евро. Рыбный суп – 3 евро 50 центов. Филе лосося на гриле – 20 евро 50 центов. Осьминог на гриле – 26 евро. В ресторанах нового города цены на 20–30% ниже. Пляжи Несебра, золотой песок или есть подвох? А что с пляжами? В старом городе есть крошечный, скорее сувенирный пляж. Посмотрите, песок здесь крупный, это в основном перетертый ракушняк. Приятно, но для полноценного отдыха места маловато. Основные пляжи находятся в новой части. Главный из них – Несебр-Юг. Гордый обладатель голубого флага за чистоту и безопасность. А вот здесь уже совсем другая история. Мелкий золотистый песочек, пологий вход в море. Идеально для семьи с детьми. Ракушки, конечно, попадаются, но это же море. Теперь оценок на комфорт. На пляже Несебр-Юг в сезон этого года. Зонт 8 лев, шезлонг 8 лев. Итого комплект из 2 шезлонгов и зонта обойдется вам 24 лева или 12 евро. Но всегда есть и просторные бесплатные зоны, где можно расположиться на своем полотенце. Выбор за вами. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Несебре и рядом? Здесь десятки церквей. Обязательно зайдите в церковь Святого Стефана с ее уникальными фресками. Посмотрите на мощь руин старой метрополии и элегантность церкви Христа Пантократора. Не пропустите археологический музей и древний театр. А если устали от истории, всего в 3 километрах от Несебра находится один из крупнейших аквапарков в Болгарии – Аквапарадайс. Билет на целый день для взрослого обойдется примерно в 40 евро. Лайфхак. Покупайте онлайн на их сайте. Сэкономите пару евро. Чуть дальше, в 6,5 километрах, есть Экшен аквапарк на Солнечном берегу. Там цены чуть ниже. До обоих аквапарков входят бесплатные автобусы. Безопасность Несебры, мифы и реальность. Теперь о важном, о безопасности. Несебра очень спокойный и безопасный город, но, как и на любом популярном курорте, расслабляться на 100% не стоит. Первое. Карманники. В толпе на узких улочках старого города держите сумки и рюкзаки перед собой. Второе. Обмен валюты. Я уже говорила, но повторюсь, только банки и проверенные офисы. Никаких супервыгодных курсов с рук. Третье. Медицинская помощь. Обязательно оформите туристическую страховку перед поездкой. В Новом Несебре есть медицинский центр, где вам окажут помощь. Сохраняйте все чеки для лечения для страховой. В целом здесь абсолютно спокойно. Просто соблюдайте базовую осторожность, и ваш отдых ничто не омрачит. Курорт за последние годы. Как изменился Несебр? Я живу в Болгарии и вижу, как Несебр меняется. Что нового в этом году? Во-первых, цены. Особенно на отели первой линии или в ресторанах старого города. Продолжает понемногу расти. Сказывается популярность. Во-вторых, сервис становится лучше. Появляется все больше стильных современных отелей и апартаментов в новой части. Но главное, старый город бережно сохраняют. Реставрация идет постоянно, но очень деликатно. Несебр не превращается в бездушный новодел. Он сохраняет свою магию, и это самое ценное. Цены на отдых, бюджет поездки. Итак, главный вопрос: сколько стоит неделя отдыха в Несебре? Давайте посчитаем примерный бюджет на двоих в пик сезона, если жить в апартаментах и готовить частично самим. Жилье. 7 ночей по 40 евро – это 280 евро. Питание – 50 евро в день. Супермаркет плюс 1 поход в ресторан на 7 дней – 350 евро. Развлечения – 2 шезлонга на пляже. 3 дня – 36 евро. Посещение пары музеев и аквапарка – 100 евро. Транспорт и прочее – 50 евро. Итого примерно 816 евро на двоих на неделю. Для семьи с 3 человек, 2 взрослых и 1 ребенок, живущие в отеле, все включено. Жилье 7 ночей по 130 евро, 910 евро. Без сувениров из Несебра уехать сложно. Магнитики, болгарская косметика. Развлечения и сувениры – около 200 евро.
Итого около 1100 евро на семью за неделю. Конечно, это средние цифры, можно отдохнуть и дешевле, и значительно дороже. Хотите поддержать канал и получить больше? Становитесь спонсором. Вы сами можете выбрать подходящий уровень, в зависимости от ваших возможностей и желаемых бонусов. Кнопка «Спонсировать» ниже. Давайте подведем итоги в формате «за» и «против». Плюсы Несебра. Уникальная атмосфера. Это город-музей, где можно жить. Такого нет ни на одном другом курорте Болгарии. Прекрасные пляжи, особенно Несебр-Юг с голубым флагом, идеальный для детей. Развита инфраструктура. Есть все, от огромного супермаркета до аквапарков. Сравнительно доступные цены на жилье и питание, если не брать в расчет самые туристические места старого города. Романтика. Идеальное место для парных прогулок и ужинов с видом на закат. Минусы Несебра. К чему быть готовым? Толпы туристов. В июле-августе в старом городе бывает очень людно. Парковка. Найти бесплатное место летом почти нереально, а платная парковка стоит денег. Завышенные цены в старом городе. Чашка кофе или сувенир здесь может стоить вдвое дороже, чем в новом. Ограниченная ночная жизнь. Если вы ищете клубы и вечеринки до утра, вам соседний Солнечный берег. Маленький пляж в старом городе. Для полноценного пляжного отдыха нужно жить в новой части или ходить туда. Несебр против других курортов. Коротко сравним Несебр с соседями. Несебр против Солнечного берега. Несебр – это история и романтика. Солнечный берег – это клубы, бары и круглосуточный шум. Атмосфера кардинально разная. Несебр против Созополя. Оба древние города с похожей атмосферой, но Созополь, возможно, чуть более богемный и артистичный, в то время как Несебр более масштабный и туристический. Несебр против Албены. Албена – это идеальный семейный курорт с огромной территорией, работающий по системе «все включено». Несебр предлагает больше свободы и культурных впечатлений. Для кого этот курорт? Так для кого же Несебр идеальное место? Однозначно да, если вы семья с детьми, выбирайте новый город. Влюбленная пара, ценитель истории и красивой архитектуры. Или просто ищете спокойный, но не скучный отдых. Скорее всего, нет, если вы ищете тусовки 24/7. Хотите самый дешевый отдых в Болгарии или не выносите толпы туристов. Недвижимость в Несебре, мысли об покупке. Прогуливаясь по этим улочкам, невольно задумываешься, а каково это жить здесь? Купить квартиру в Несебре значит инвестировать не просто в квадратные метры у моря, а в образ жизни. Цены на недвижимость здесь выше, чем во многих других районах, но и потенциал аренды, особенно в новом городе, очень высок. Это тема для отдельного большого разговора. Дайте знать в комментариях, если вам было бы интересно такое видео. Секретные места. Несебр за кадром. Знаете, за что я люблю Несебр? За его двойственность. Днем он шумный, яркий, туристический, а стоит прийти сюда на рассвете, когда город еще спит, или поздним вечером, когда уходит последний туристический автобус, он становится совершенно другим. Тихим, таинственным, настоящим. Мой вам совет. Не поленитесь, встаньте один раз в 6 утра и пройдитесь по пустым улочкам. Эти улочки Несебра – настоящий лабиринт времени. А мое секретное место – это, конечно, полуострова за базиликой Богородицы Илиусы. Там почти нет людей, только скалы, море и невероятный вид. Это лучшее место, чтобы почувствовать душу этого города. Итоги, наш вердикт и главные советы. Итак, возвращаемся к вопросу, который я задала в самом начале. Стоит ли ехать в Несебр в этом году? Наш вердикт однозначно да, но с правильными ожиданиями. Это не просто пляжный курорт, это путешествие во времени. Это место, где можно идеально совместить ленивый отдых на Золотом песке с богатейшей культурной программой. Мои главные советы перед поездкой. Первый. Бронируйте жилье заранее, особенно на высокий сезон. Второй. Живите в новом городе для комфорта и экономии, а в старых ходите гулять. Не бойтесь отходить от туристических троп. Самое интересное часто скрыто в переулках. Несебр – это город, который нужно не просто увидеть, его нужно почувствовать, побродить по его лабиринтам, вдохнуть соленый воздух, смешанный с ароматом истории. А были ли вы в Несебре? Что вам понравилось или, может быть, не понравилось? Пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!